Что если сесть на мотоцикл, не используя ни одного самолета, объехать вокруг света? Еще 3 года назад эта идея казалась мне настоящим безумием. Настолько безумной, что я и сам не верил, что когда-нибудь решусь на нее. Но с тех пор многое изменилось. За эти 3 года я научился ездить на байке, снимать на камеру, управлять дроном и, кажется, изучил Google карты вдоль и поперек. Что меня ждет впереди? Честно, я не знаю. Получится ли у меня объехать весь мир? Тоже не знаю. Но именно это и мы постараемся выяснить. Добро пожаловать в мою кругосветку. Подписывайся, и мы начинаем. Ну что, друзья, этот день настал. День, к которому я готовился целый год. Сегодня 13 июля 2026 года. И официально мое кругосветное путешествие начинается в эту дату. Друзья, я надеюсь, что вы будете смотреть за моим приключением, так как в первую очередь я хочу доказать всем и каждому, что это возможно, что нужно мечтать. Так как я с детства мечтаю о другой жизни в путешествиях. Я понимаю, что нужно работать, строить семью, но я не могу уйти от этой мысли. Эта мысль не дает мне покоя. Эта мысль всегда первая в моей голове. Как только меня с этой мысли пытаются направить на другую, эта мысль, она знаете, как в фильме «Начало». Она не дает покоя. Идея. Вот эта идея проехать кругосветку на мотоцикле, да и вообще проехать кругосветку и понять, что можно пройти этот шар. Так что приглашаю вас в это путешествие вместе со мной. Мы разделим с вами победы и поражения, успехи и, в общем, разные плохие ситуации. Я знаю, как без них. Но в то же время мы посмотрим на эту прекрасную землю, на которой мы живем. Сейчас коротко покажу, как я собираюсь и что я беру с собой. Вы можете это оценить, можете спланировать ваш маршрут, но по ходу дела я буду об этом рассказывать. Поэтому сейчас, с этой минуты, вы будете лицезреть весь мой путь. Давайте немножко поговорим о съемках. Я в свое время смотрел, можно сказать, читал, но я смотрел такие книги, как «Легендарные фотографии, изменившие мир». Я помню, когда купил эту книгу, кое-какие люди не понимали, зачем я ее купил, и говорят, зачем ты просто купил картинки. Но это не просто картинки, это, по сути, история, и она больше рассказывает про стрит-фотографию. Я очень люблю стрит-фотографию, и мне нравится этот момент, когда человек тебя не видит, и его эмоции живые, настоящие. Мне нравится, когда есть жизнь в кадре. Поэтому я стрит-фотограф. И вдохновлялся я этой книгой, этой Genesis, это черно-белая книга, то есть черно-белая, точнее, фотографии здесь. Автор делает черно-белые снимки. Чистая природа. Итак, начинаем наши сборы. Использую я технику Sony. Sony камера A7C II. Она легкая и компактная. Линза номер 1 у меня для видео. Я специально взял для видео, то есть это фикс. Просто поставил, снял хороший кадр, красивый, живой. И линза номер 2, это у меня FE 2.8 70/200. Тоже Sony. Я обожаю эту линзу, так как люблю стрит-фотографию. С этой линзой мне не надо будет подходить вплотную к человеку. Я могу снять жизнь просто на расстоянии. То есть поймать тот момент, который мне так нравится. Момент жизни, когда человек не смотрит. И эта линза очень хорошо решает эту задачу. Я когда взял эту линзу, наконец-таки понял то, что мне говорили разные учителя, у которых я учился, когда я пришел с вопросом, а какой линзой лучше фоткать. Вы не поймете, пока не попробуете. Правда, это просто мантра, которую говорят все учителя. Вы должны сами найти свой стиль, сами найти свою линзу и на что вы хотите фотографировать. Потому что так как у вас, не будет ни у кого. Вы все равно так или иначе, если не бросите это дело, найдете свой стиль и свою линзу. Возможно, 2 линзы, возможно, 2 фотоаппарата, но в любом случае не так, как у другого человека. Mavic 3 Pro я использую профессиональный дрон и эту еще камеру. DJI 360. Она у меня идет второй камерой. Первая, на которой я снимаю, Action 5 Action. Они у меня стоят спереди и сзади мотоцикла. Что дает мне снимать определенные моменты, жизненные моменты, ну и
красивые видосики. Так, по технике, думаю, разобрались. Едем дальше. Дальше у меня волшебный пакетик с флешками. Обязательно пакетик с разными флешками. Очень пригодится в путешествии. Ну и всякие аксессуары, понятно. Зарядки, там мышки, нательные, держатель, то есть для камеры. Всякие фильтры, батареи, ну, стандартный пакет. В ящике номер 2 у меня в основном вещи, которые всегда должны быть под рукой. К примеру, мой скафандр, который меня защитит от дождя. Так как сейчас я нахожусь в Азии, дождь может пойти в любую минуту и также закончится. То есть здесь в тропиках он льет как из ведра. Он буквально начинается, может быть, 5 минут длится, но зальет полностью. А потом закончится и выйдет солнышко. А потом опять дождь. Поэтому такая смена погоды всегда должен быть под рукой скафандр. И в кофре номер 3 мои личные вещи. То есть мои личные вещи, рыльно-мыльное и все, что мне потребуется в дороге. Также палатку я возьму отдельно. Это все будет отдельно. И закреплю йога-мат тоже отдельно, потому что я занимаюсь йогой, стараюсь, по крайней мере, по утрам, так как в дороге очень нужна растяжка. Грыжу можно поймать, нефиг делать, вот реально. Я уже ездил много и понимаю, что вот это очень-очень опасно. Так, ну и самое основное это наше все. Есть у меня такой вот наборчик, если вдруг пробило колесо. С этим наборчиком я смогу его заделать, по крайней мере до СТОшки. И вот такой насосик от Xiaomi я взял, чтобы его накачать. Как бы и все. Ну, всякие, это что, типа не жгуты, я забыл, как они называются. Nylon cable tie. Скотч, аптечка. Ну, это база, с которой я еду. Там дальше, что понадобится, я докуплю. Конечно, я не могу просчитать все варианты событий. И я уверен, что сейчас найдутся такие люди в комментарии, которые скажут, что нет того, а вот возьми это, а лучше вот это, а лучше вообще не едь. И да, они будут правы. Если я буду так думать, то, наверное, никуда не поеду. Поэтому, по ходу дела, как говорится, разберемся. Мы с канала Дневник авантюриста. Братан, что ты чувствуешь, когда твой друг уезжает? Знакомьтесь, это мистер Даниэль. Мой хороший друг и один из лучших людей на планете, который работает стриптизером в Бангкоке. Ну что я чувствую? Удачу за тебя чувствую, успех. Я надеюсь, у тебя все складывается. Я думаю, что ты будешь улыбаться каждой проверенной мили на пути. Поэтому кайфуй, отдыхай. Все, бро. Увидимся в Стамбуле, как говорится. Давай. Как говорил Серега, как пел Серега, рэпер великий. Увидимся, когда выйдем. Ладно, надеюсь, все будет хорошо. Поехали. Вы знаете, друзья, самое сложное в любом путешествии – это не сама дорога. Самое сложное – решиться, собрать вещи, закрыть за собой дверь и понять, что домой ты вернешься очень нескоро, если вообще вернешься. Когда я планировал эту кругосветку, то рассчитывал, что она займет около 2 лет. 2 года – это огромный срок. За это время может измениться все. Именно поэтому первые километры всегда даются тяжелее всего. Я буквально вырвал себя из привычной жизни и шагнул в полную неизвестность. Потому что больше не мог выносить рутину, которая медленно отравляла меня. Короче, показываю, как я обычно езжу. Вон впереди очень сильный ливень. Вон он. Прям видно, столбом стоит. То есть мне сейчас надо одеться, переодеться. Он идет. Чё? Там ливень. Прям видно. Жесть. Так, ничего не намокло.
Так, вроде нет, защищен. Так, это нормально. Все, закрываешь, может микрофон может плохо слышно быть. Нормально он так накрыл. И самое интересное, солнце есть. Да ну нафиг, что, все? Реально? Не, ну ты серьезно? Не, ну быть такое, да нет, это же Азия, может, конечно. Ну блин, я же одевался, я же готовился. Ребят, вот это вот наглядный пример, вот, как в Азии работает погода. То есть я еду, солнце, потом резко тьма. Вот я записываю видео уже 6 минут, получается. Вот тут где-то 5 минут льет дождь, и все, обратно солнце. Вот так постоянно. И вот, грубо говоря, ты должен ехать и постоянно менять одежду. Офигенно, короче. Вот такой вот климат. Тропики. Ладно, поехали дальше. Ух, друзья, смотрите, куда я приехал. Я приехал в Макдональдс. Как бы ничего необычного, но хочу кое-что рассказать. Помните, в детстве, когда был Макдональдс, мы ели вот бургеры, и они казались пластиковыми. Ими не наедаешься. Так вот, вот какие бургеры тут. Не знаю, вам видно, нет? Но вот этими бургерами именно наедаешься. Я когда был в Гонконге, там еще мясо лучше. То есть в зависимости от страны абсолютно разные Макдональдсы. Вот эту мысль хотел вам донести. Так что мне здесь вкусно. Ладно, я пошутил. Еда и правда полное дерьмо. Но вскоре, когда я выйду из Таиланда, может, еще в Малайзии будет, но вот в Индонезии подобного ты просто не встретишь. Ну, если, конечно, это не столица или Бали. А на островах там быстрее папуаса встретишь. Ну а следующая остановка на моем пути – город Хуахин. Там меня уже ждет мой старый друг Гоша. Он мне и покажет город. Обзор комнаты. Luxury Room Villa and Spa. Если честно, я когда брал этот номер, я почему-то думал, тут бассейн есть. Потому что у меня на фотках было что-то голубое. Ну вот. Но это оказалось крышами, да. Дома это нифига не бассейн. Ну, короче, ребят, 400 бат, 450 бат. Вот. Все, вот. Туалет, ванна, ну короче, супер лакшери место, местяк. Ну а вот тут можно делать йогу. Это я завтра, по идее, здесь буду делать йогу. А сейчас мы поедем, встретимся с Гошей. Я надеюсь, он не срежется, а то я как-то резко прилетел. Возможно, у меня дела, все-таки семейный человек. Все, я переоделся, собрался и готов идти доказывать Гоше, что Хуахин этот город пенсионеров. Хотя, мне кажется, он сам это знает. Но мы это проверим. Я просто похожу с камерой и пофоткаю людей вокруг, чтобы в этом удостовериться, да и вам показать. Погнали. Ой, как меня слышно? Хорошо? Отлично. В Хуахине есть одно очень крутое место. Я называю его ресторан викингов. Ну, и он все тоже так называет. В общем, там еда норвежская, но очень вкусная. Там я встречаюсь с Гошей, и я вам ее покажу. Оно реально вообще огонь. Итак, Хуахин. За последние годы я был здесь уже 5 или 6 раз. И каждый раз меня не покидало одно и то же ощущение. Будто этот город выбрали для жизни исключительно европейские пенсионеры. Молодежи здесь почти не видно. Повсюду пожилые старики с тайками. Неспешный ритм жизни. Но может быть это просто совпадение. Может быть, мне каждый раз так казалось.
Именно поэтому сегодня я хочу наконец-то ответить самому себе на один простой вопрос. Хуахин действительно можно назвать городом пенсионеров? Или это всего лишь первое впечатление, которое оказалось обманчивым? А я тебя нашел! Блин, я нашел Гошу! Охренеть! Офигеть, ребята, я Гошана поймал вообще. Вон, просто по дороге. Поймал? Да, я тебя поймал вообще по дороге. Отлично. И здорово, как оно? Отлично. Знакомьтесь, это Гоша. Гоша работает актером, каскадером и живет в Хуахине. Блин, охрененно. Да. Мы пойдем кушать рыбку. Сейчас вам покажу мой любимый местяк в Хуахине. Такая атмосфера. Любители БМВ. Вкуснейший, просто вкуснейший. Так, ну давай посмотрим, что тут нам принесли. Такая вот рыбеха. Блин, это копченая рыба вообще, офигеть. Да, поэтому это мой любимый норвежский ресторан. Или какой? Скандинавский, да? Да, скандинавский. Короче, кайф. Настоящий. Ну что, мы накушались? Ой, я прям поправился на пару килограмм после этой еды. Еда вообще просто зачет. У тебя жопа не имеет, нормально? Да, не, нормально, тут же силикон. Да, у тебя мягкая, каменная по сравнению. А ты можешь, я тебе могу шоп дать в Бангкоке, там можно перестелить сиденье. Копейки стоят, ну, намного. Короче, еды было столько много еды было, что я, короче, ее взял еще с собой. Тут у меня еще очень много рыбы, так как не сумел съесть все. Так, куда бы это так положить в моем мотоцикле, чтобы оно не мешало? Сейчас мы едем в движовое место, можно сказать, таки центр движа. Будем снимать людей. Пенсионеров, ну или что тут вообще происходит? Происходящее. Давай на пап! Давай на пап! Нормально полетали, да? Ирландский паб. Заехали перед съемкой в ирландский паб. Любимый ирландский паб. Да, cheers. Офигенное место. Да, живая музыка. Ирландская сальса. I played the wild rover for many a year, and I spent all my money on whiskey and beer. I went into an alehouse I used to frequent, and I told the landlady my girl. Такая вот атмосфера. Офигенно, да, про член песня. Ты про пастушек. Да?
А я, кстати, так и не понял, он про что поет? Он что-то там пенис, толстушки, короче, что-то непонятное. Да, пенис, жирные девушки. Блин, что это такое? Что за песня? Не, атмосфера классная еще. Акцент не разобрать, но... Короче, вот то, что вы слушали только что, это про пенисы и про толстушек. Просто находись в состоянии реальности. Ой, это прикольно такой. Флаги так классно. Хорошая честь. Да, вот и флаги прям. И девочка стоит. Да, и девочка сразу, да, отвернулась. Это прям прикольно. Они типа повесили. Смотри, видишь, только на этот, все с крестами. Норвегия, Да. Финляндия, Таиланд и Австралия. Это типа, что за прикол? Дания еще. Да. Идем, вот он. А, ну да, это тоже вот. Очень страшные девушки. Максимально страшные. Ну, а что пойдем? Так, сейчас надо делать обзор. Мы как аппарат. Улица с пацанами и, блин, страшными подругами. Ну реально. Не, Я ну, еще, есть нормальные девчонки, просто мало. Просто... я еще ни одной красивой не увидел, и слава богу, наверное, потому что это какой-то столько трансов. Ну вот реально, вот сколько мы прошли тут, просто очень страшные старые женщины. Как бы я хотел их, Старые женщины бывалые, знающие толк. я хотел их заснять с этого, с вон пенсионерами, грубо говоря. Надо снимать их. Да, но не получилось. Так как такие страшные. Сначала думал, они будут молодые, то есть, знаете, типа просто там молодые девушки и старые чуваки. А нет, тут просто старые чуваки и старые тайки, короче. 70-90 лет. Да, тут 70-90 еще можно работать проституткой, грубо говоря. Тут это нормально. Так что Хуахин это официально город не то что пенсионеров и пенсионерок. По-другому я не знаю, как это обозвать. Сегодня какой день вообще? Сегодня у нас Tuesday. Tuesday. Сегодня глухой вторник. Хватит, что ты смотришь. Давай, фоткай. Это куда ты надо фоткать? Да не, я уже их сфоткал. Папарацци. Причина того, что здесь сегодня, да, все трезвые. Сегодня вторник, и как бы движа тут нету. Реально, сидят одни девчонки, скучают и просто зазывают хоть кого-то. Очень много внимания, очень много внимания, короче. А я хотел поснимать что-то, вот. Но так как все на меня смотрят, это тупо выглядит. Я же люблю, когда они с кем-то общаются. Я хотел посмотреть, где они с кем-то общаются, и после этого их снять. Но так, погоди. Девчушка подошла. Жертву. Да. Короче, все, они на нас набрасываются. Picture. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Девчонки полетели. Ну все начало. Давай, с ними залетай. Что, идем в пул играть? А? We'll come back, okay? No, we're gonna come back for sure. Yes. I don't believe you. Слышь, она уже не первый день тут работает. Шишка задымилась, блядь. Все. Hello. Hello. Hi, how are you? How are you? I'm from Pakistan. I'm from Pakistan. Все, ущипнули. Офигеть, она меня лапнула за жопу. За жопу только? Да, она прям мне по булкам прошла руками. Девчонки и мальчишки, Все скучаем. а также их родители, наши бабосики, увидеть не хотите ли? Хотели, да? Да. Ну чё, по домам?
Ну что, друзья, как вы видели, Хуахин и правда город пенсионеров, как я и говорил. И Гоша это подтвердил. Да больше удивления у меня вызвало то, что это еще город пенсионерок. Реально, вот эти девушки на Волкинг-стрит. Я бывал на многих улицах, так, проходил. Но вот здесь как будто они... Но они старые. Они как будто работают в Бангкоке, в Паттайе, на Пхукете, а потом приезжают сюда. И тут как бы, знаете, можно и в 70 лет поработать, почему бы нет? Жесть, короче. Завтра будет новый день, новая пища. Ой, ну это было круто. Ну что, поехали исследовать Хуахин. Мы поедем в какие-то пещеры сегодня, какие-то недостроенные или заброшенные дома. В общем, Гоша мне обещал сегодня провести экскурсию по Хуахину. Поехали исследовать. Вот это да! С печеньем готово. Мамкины байкеры, которые чуть не дали 70, да? 70 чего мы дали? 70 атмосфер. 70 атмосфер коли. Как оно не... Аккуратнее, ребята. Короче, да, вот можно все предусмотреть, да не все. Ну что, поехали на пещерки. Мы же с Гошей пытаемся снять пару красивых кадров здесь, на пляже. В общем, видеомейкеры из нас так себе, но вот виды поснимать, вот посмотрите, как тут красиво на этом пляже.
ребят, ну что, мы готовы. Куда-то подниматься. Сейчас Гоша говорит. Гош, куда мы поднимаемся, ты знаешь? Сейчас мы поднимаемся в священную пещеру. Забыл, как она называется. Као Самрайот. Офигенная Там что-то с пещера, королем очень связано. красивая. Там, Ну, по-моему, королевская могила короля. пещера, да, Там да, стоит. да. Вот, хайкинг легкий будет сейчас. Я думаю, минут 30-40 нам идти туда. 430 метров подниматься. Вон туда. Ну что, ты готов? Готов. Всегда готов. Я тоже. Ой. Одышка, прикиньте. Откуда она взялась? Неужели это мои вкусные кальяны на двойном яблоке? Обожаю кальяны на двойном яблоке, блядь. Но не в эти моменты. Фух. Атмосферка. Монахи вон. Вы, наверное, слышали из последних новостей, нашли такую пещеру во Вьетнаме. В самом сердце Вьетнама, глубоко под землей, скрывается место, которое сложно назвать просто пещерой. Это Шондунг, крупнейшая известная пещера на планете. Некоторые ее залы настолько огромные, что внутри мог бы поместиться целый городской квартал. Здесь течет подземная река, растет настоящий лес, а из-за огромных размеров внутри сформировался собственный микроклимат с туманами и облаками. Самое удивительное, что о существовании этого места мир узнал совсем недавно. Я туда еще не доехал, но очень хочу там побывать. Там целый свой климат, но это немножко другое, поменьше. Ну, тоже интересно, сейчас покажу. Охренеть. Мне вон туда, в эту дырочку. Чу, чу, чу. Как классно. Вы посмотрите, я как будто в парке юрского периода. Гоша, а ты где? Я, как обычно, убежал куда-то. Ну, вот такой вот я. Постоянно куда-то убегаю. Не могу на месте одном сидеть. Господи, это так красиво. Я прям себя тут слышу. Это очень красиво. И солнышко вышло как раз таки, когда я подошел. Господи, спасибо за знак. Ладно, я вам сейчас хочу показать тишину и спокойствие этого места. Просто посмотрите. По идее, в этой пещере должны жить динозавры. Как в фильме «Парк юрского периода». Но тут кое-что другое. Сейчас покажу. Фантастика. Офигенное место. Очень крутое место. Как дошел до сюда, Гоша? А? Как дошел до сюда? Сам не знаю, как дошел сюда. Устал? Да. Это было очень тяжело. Почти сдох. Да. Ну я это сделал. Слушай, а сколько тебе лет? 41. 41? Всего лишь. Вы видели, 7 ребят, ему 41 год. Ну, 42. Пришел. 42, да, тебе будет? 42 в августе. Вы посмотрите, как он выглядит. Ну, класс. Вот что значит правильно питаться. И следить за собой. И нюхать миф. Шучу.
Я думаю, только алды поймут насчет мифа. Реально, если кто-то помладше будет смотреть, реально, но не поймут этот прикол с мифом. Это же еще это первое видео, это 8-й год ролики ходили, стиральный порошок, да. Новый миф. Морозная свежесть. Зимой и летом мечтают об этом. Ой, тут очень круто. Блин, ну вид, конечно, тут. Вид просто улетный. Это масштаб вообще нереальный. Жалко, что солнышко не светит отсюда, и лучи не падают прям вот к этому обителю. Фу, классная пещера. Офигенная просто. Да, спасибо, Это что одна из поехал. топовых пещер, в которых я был. Одна из самых прям топовых. Вообще офигенная. Спасибо, что позвал. Да, круто получилось. Мы как из какого-то фильма. Castaway. Castaway. Выжившие. Да, шли сюда так долго пешочком, а сейчас на лодочке решили доехать, ленивые жопы. Читеры. Да, Читеры. господи, как тут красиво. И на все про все, сколько мы потратили? По 200 бат, да? Ну, где-то в сумме, наверное, Да, вот эти пещеры. Да, вот 500 бат на двоих. С лодкой, со входом, с едой какой-то. само великолепие. Из-за лодки не слышно. Шум морька. Микрофончик. Да, ну. Это очень круто. Вот это у тебя шланг, Барбос. А, сквили. Там песня. Надо, короче, мне такой взять. Ну, Он вообще не провокатор, да? 1100. Короче, 40 тысяч бат я дал. Но он реально, ему... Да, он реально, он и как бы плюс-минус летний, понял? Он и правда того стоит. Ладно, я подожду туда в любом случае. Может быть, пройдет. Извини, я тебя покину. А? Я тебя покину. Давай, Кашан. давай. Yeah, baby. Давай, поехали. Ураган. Ёбаный в рот.
Ну все, Хуахин, пока. Еду в Хатьяй. Это на границе с Малайзией. 2 дня дороги. В общем, не знаю, что получится вам показать за эти 2 дня, но вот что-нибудь, может, и покажу. Пока еду в Хатьяй, хотел вам кое-что рассказать. Просто мысль пришла такая. Вот я вот как так вообще получилось, что я сел на мотоцикл. Я же, в принципе, никогда даже и не учился ездить на мотоцикле. У меня нет ни одной школы. Я купил права в свое время на Бали, в Индонезии, то есть категорию А, и в Таиланде поменял автоматом на тайские права. То есть у меня 2 мотоправ получается. А так я вообще никогда не заканчивал никакую школу. Весь мой опыт это все практика. Вот изначально я себя взял Kawasaki Z800. Я помню реакцию ребят, когда мой первый мотоцикл был именно Kawasaki Street. Многие сказали, что я сумасшедший, но как-то хотел вот красненький Kawasaki, взял красненький Kawasaki. И как бы в общем суть в чем? Суть в том, что весь свой опыт, весь вот свой стаж, можно так и сказать, я получил чисто на практике. То есть я нигде не учился. Где-то в Гугле читал что-то, в чате GPT спрашивал, как в поворот заходить, как в дождь ездить, ну такое. Но по большому-то счету просто сел поехать. Ой, точнее, сел поехал. Это я к чему? К тому, что, ребята, вот я думаю, что если у меня получилось, то и у многих получится. Просто вот не боитесь из дома выйти, пойти сделать лишний шажочек. Вот. Да, рискованно, да, опасно, но, блин, вот я сейчас еду, блин, это тут аж плакать хочется порой. Так красиво все. Я помню еще в детстве, когда я был малой, я смотрел на мотоциклистов, и вот я помню эту мысль четко. И я думал, какие же свободные люди. Вот. И вот сейчас, вот, когда я им стал, вот таким вот способом, через одно место, можно таки сказать, я рад, что осуществил свою какую-то детскую мечту. Вот, я собой горжусь. И вы собой гордитесь. Друзья, посмотрите, в Таиланде какие дороги стоят. Это вот глубоко в джунглях. Это же офигеть. И тут у них 6 месяцев дождей. Как бы у нас постоянно говорят, что типа зима, вот дороги разбитые, а тут 6 месяцев просто дождь просто разъедает все. Вот любой асфальт трескается. Но каким-то чудом тут хорошие дороги. Представляете? Чудеса. Как так? Не знаю. А потом нам еще говорят, Таиланд, вот это слаборазвитая страна. Да вы что, ребят? Чушь. Друзья, я вот специально остановился, чтобы вам на примере показать. Вот я сейчас заехал, ну просто в какие-то, ну короче, деревня какая-то, реально деревня, ну нереально. И я вам хочу показать вот качество дорог, по которым я еду. Вот видите, вот такие вот дороги, это реально, это просто, вот я нахожусь
Ну реально в очке, короче. Я могу даже координаты вам скинуть примерно, где я еду. И вот тут везде по селам вот такие вот дороги. Да, понятно, тут уже вот пошли к домам щебень. Ну вот, пожалуйста, асфальт лежит. И вот поверьте мне, по всему Таиланду я вот объехал все провинции. Вот абсолютно во всех провинциях. Я вот за 5 лет своих, как я тут живу, я был тут везде. Так везде дороги. Даже в горных местах, там где вот серпантины, там хорошо сделанные дороги. Но это вот так вот, в заметочку. А вот скоро мы заедем в Малайзию. Там вообще, там дороги еще лучше. Там даже автобан для мотоциклов. Тут нет автобана для мотоциклов, а там есть. Когда я впервые приехал в Хатьяй, у меня возникло ощущение, будто это настоящий перекресток миров – тайского, китайского и малайского. Здесь повсюду можно встретить машины с малазийскими номерами, китайские магазины рядом с тайскими, мечети недалеко от буддийских и китайских храмов. А на улицах слышна речь сразу на нескольких языках. И это неудивительно. Хатьяй вырос благодаря железной дороге, которая связала юг Таиланда с Малайзией. Со временем он превратился в один из главных торговых городов региона. Я же вам немножко покажу город, перед тем, как пересечь границу с Малайзией. Всем доброе утречко. Сегодняшний обзор города мы начнем вот с этой прекрасной станции. Это ЖД-станция в городе Хатьяй. Вокруг нее вообще построили весь город. И она соединила Таиланд и Малайзию вместе. Здесь очень много уже китайцев, малайзийцев и немножко тайцев. Как бы город очень интернациональный. Но не суть. Хочу вам показать одно видео. 3 года назад я путешествовал от Бали в Бангкок без самолетов. И вот мне довелось поехать на этом поезде. Ехал он, по-моему, 24 часа. В сидячем положении мы ехали. Или 18, в общем, не суть. Суть в том, как это происходило. Вот я хотел бы вам показать одно видео. Посмотрите его, пожалуйста. Короче, стоячие места до Бангкока. Ой, я чувствую, будет интересно. Не факт, что комфортно, но интересно, по крайней мере. Дима, места какие? Это жесть. Это получается, можно выпрыгнуть. Офигенно. Кайфово. Такое только видел в каких-то фильмах голливудских, где еще выпрыгнуть можно было. Знаете, что я вам скажу? Поначалу, когда я понял, что мне ехать еще 15 часов на поезде, вот в такой обстановке я как-то расстроился. Но вот сейчас, когда я нашел это место, я вот так вот могу сидеть всю дорогу и смотреть на Бангкок, останавливаться на станциях, и мне никто ничего не говорит, это прям круто, кайфово. Вечерочком
правда, будет прохладненько. Но все же это что-то новенькое в моей жизни, и ради этого стоит жить. Ну что, вам понравилось, как поезда выглядят внутри? А сейчас вам покажу, как вот устроены станции снаружи. Да, сеть в Таиланде, железнодорожная сеть, не сильно развита, но все же она есть. И она по-своему романтична. Такая вот железнодорожная романтика. Я пока снимал вокзал, ко мне пришла очень интересная мысль. Я ж пришел в YouTube вообще из фотографий. То есть для меня снимать видео это как бы в новинку. Я много-много лет занимался фотографией. А тут я стою, снимаю видео, и мне хочется достать другую линзу. И я понимаю, что я ее не взял. И мне хочется достать другую линзу и сделать фотографии. Прям живые фотографии людей. Но я этого не делаю. А привычка вот осталась. И вот сейчас мне вот это вот развидеть очень тяжело, так как я когда смотрю в объектив камеры, да, вот я вот фокусируюсь на улыбке, на лицах людей, потому что, ну, я занимался стрит-фотографией и занимаюсь. Вот. А тут другой жанр, и мне как-то так неудобно еще, я не могу себя перестроить, вот. И я это так отследил, блин, потому что пока я снимал поезда, я увидел очень крутых людей, которых мне хотелось бы запечатлеть. Но потом я понимаю, что не могу разорваться на два фронта. И людей снимать, и YouTube. Короче, ну я стараюсь, блин, жалко не было камеры. Вокзал это место, где люди по-настоящему живые, с настоящими эмоциями. Это вот то искреннее место. Вокзалы, аэропорты. Да, друзья, 100%. Как-то так. Проедем сейчас по улицам Хатьяя. Немножко покажу город. Да и поговорим на эту тему. Он чем-то напоминает мне Гонконг. Городишко интересный, такая немножко напряженная атмосфера тут, конечно. Люди уже не такие добрые, как бы не такие добрые лица, точнее, у людей, как, к примеру, в том же Хуакине. Здесь уже чувствуется вот такая китайская прагматичность. Тут вот даже вот полицейская машина сзади меня вон едет. У нее название на английском, на тайском и на китайском языке. Вот у них 3 названия получается. В общем, тут очень много китайцев. Прям жесть как много. Блин, как же проблематично припарковать мотоцикл. Офигеть. Я уже молчу про машину. Итак, я приехал в старый квартал, чтобы поесть, ну и снять его, вам показать. Тут, кстати, нет привычных едалин, то есть типа рестиков. Все рестики, они такие открытые в основном, местные. Что примечательно, в Азии может стоять очень, как сказать, в общем, по дизайну, по интерьеру крайне плохое заведение, но оно может быть Мишленом, то есть там реально может быть столько-то звезд Мишлена, и это может просто быть у бабушки дома. То есть, грубо говоря, бабуля открыла какие-то пельмени, варит их, всем нравится. Вот, приехал Мишлен, дал им звезды. Вот так в Азии тут работает. И порой, вот, проходя по этим улицам, ты не знаешь, может, справа или слева от тебя мишленовский рестик.
В общем, все подряд, чтобы вы только не скучали. Хотя я эту еду вообще не понимаю, абсолютно. Ну, тут очень много того, что вообще, ну, я впервые вижу. Может, во второй раз, может, в третий. Конечно, азиаты, они сумасшедшие в плане еды. Какие-то треугольнички. Что это вообще такое? А, ну вот это я знаю, это ритуальные цветы, то есть. Ой. То есть их в машину вешают, вот такие цветочки. Я сейчас часто тачку беру. Ну или подношения. К Будде, на удачу. Пытаюсь найти хоть какую-нибудь еду. Еды тут, ну, нормальной, на мой взгляд, фактически нет. Вот эти висящие гуси, свиньи. Вот эти ж, я не знаю, как кто. Вот вам нравится такое? Я когда вижу этих висящих гусей, вот этих вот, и вот эти вот ступья свиней вареных, блин, сейчас покажу. Это же жесть какая-то. Как можно? У меня наоборот аппетит пропадает, когда я вижу такое. А тут они везде висят, эти гуси. Блин, во всех рестиках. Чтобы нормально найти. Вот бы варенички найти. Или борщик. Вот, кусочки свиньи. А где гуси? А вон гуси. Гуси через дорогу. Вот они же выставляют эти продукты, типа, ну, это ж у меня должны слюнки потечь. Но у меня вот такого слюнки не текут вообще. Бедный гусь, блин. Покойся с миром, друг. Фу, запах такой, блядь, противный, просто нереально противный запах. Ой, где же найти еду, а? Смотрите, ребят. Свинки. Я не знаю, это утка по-пекински. Короче, свинья. Маленькая. Ну, в общем, такая вот еда тут везде. Ой, жуть какая-то. Как это вообще можно есть? Вы бы такое съели? Ну вот он, городишко такой вот. Одностороннее движение тут везде. Можно так сказать. В некоторых местах двустороннее. Без этих гусей, без свиней, блин, ну хоть какую-нибудь уже. Ну вот, блин, остаются какие-то бургеры и Макдональдсы. Блин, так не хочется это есть. Жесть какая-то. Почему? Почему мои иллюзии не оправдываются? Хочу я спросить себя. О, я знаю это место. Нашел. Традиционный супчик китайский, молотанчик. Это вот эти вот берете продукты, закидываете себя в кастрюлю, и вам их варят потом. Сейчас покажу. Очень крутой суп. Тут можно набрать много протеина, много полезностей. В общем, и попросить его сделать не острым. Сейчас покажу, как это делается. Креветочки. Конечно. Сюда. Чиназов. Сюда. Яички. О, класс. Ой, наконец-таки я хорошо поем, блин. Протеина много. Я мужчина, мне нужен белок. Так, что тут у нас дальше? Грибочки. Так. Мяско. Вообще просто себе мясо накидал. Офигеть, тут мясо, вон. Креветки, мясо, что угодно. Ну это прям, блин. Офигенно, давай еще. Блин, всего хочу. Я вот уже полгода как начал есть мясо. До того не ел почти 5 лет. Я не ел мясо. Сейчас почему-то начал. Не знаю, что у меня после Китая обновилась прошивка в моей голове. О, класс! Традиционный китайский чай. Так, традиционный. Точнее, я его обычно пью в Китае. Вот это моя традиция.
Так, насколько я тут набрал? Yeah, no spicy. not spicy. Mushroom soup. Окей, тонкотсу, вот этот, тонкотсу. И насколько я тут набрал? Почти на 10 баксов поел. Ни хрена себе суп. ขอบคุณครับ Так, อันนี้ชื่อ mix несем дальше. yeah Пацаны, у меня супчик мой. Yeah. Thank you. Это для соусов, да? Так, ну все. Теперь надо садиться и кушать. Точнее, ждать. Ждать, пока мне приготовят. Вот смотрите. Вот такой вот суп, состоящий из белка, один белок. Ну, мне силы нужны, впереди дорога. Что примечательно, в этом городе не особо много европейских туристов. Я вижу только китайских туристов, которые просто заполонили этот город. Вот смотрите, какая архитектура, красивый храм, китайский. Ну теперь понятно, что они сюда приезжают. Классный город. Обожаю такие маленькие городишки, они очень аутентичны. Ну что, друзья, подходит к концу этот выпуск и мое прощание с Таиландом. Сегодня уже буду выезжать, дай бог выпустит, не знаю. Вроде бы все правильно заполнил, документы сделал. Сейчас мы с вами заедем, хочу один храм вам показать возле границы. Охренительный просто храм. Вот, там я помолюсь на удачу. И вперед. Как-то так. Не выдумывай, не накручивай, не ищи проблем, не придумывай, эй, не выдумывай мне. Так, ну что, до храма я немножко не доехал. Остановился у кого-то дома. Дождь пошел. Так и я раньше. Помню, когда женился, тоже пытался выбраться из этой клетки. Не то, что у меня женитьба ограничила, просто я как будто понимал, что мир намного больше. Как я оттуда выбрался, вообще я до сих пор не понял. Я не хочу сказать, что женитьба это плохо, просто я себя так чувствую. Помню, устроился на работу, работал себе, отвечал на звонки там. Что-то бегал, суетился, но как будто когда живешь как все, то твоя свобода ограничена. Нужно придумать что-то иное. Ну что, вот сейчас вот приехал вот в этот храм. Это мой любимый храм на границе с Малайзией. Здесь я помолюсь на удачу, можно так сказать, и поеду дальше в путь. Я вам сейчас... Я вообще не случайно приехал в этот храм. Мне очень хочется показать именно вот порой, какие храмы бывают на краю Таиланда. То есть, да и вообще,
какие тайцы вообще строят храмы. Они просто по масштабу порой удивительные, а находятся в жопе мира, грубо говоря. Извините за мой французский. Сейчас вам покажу это строение. Home point updated. Короче, как затащить детей в церковь, точнее в храм. Нужен иностранец. Я пришел сюда помолиться об удаче и о своем будущем путешествии. And for me too. For me too. Там только что раздавали деньги, я попросил мне тоже. Ну а что, все детям раздает, я тоже ребеночек. Правда, я ребеночек на BMW. Раньше был на велике. Они, может, тоже скоро подрастут, сядут на бэхе. This is my sticker. Sticker. Yeah, this for memory. Thank you. Wow. For Thank you. who speak English as well? You speak English? คุณดังนี่ I give. Let's have a game. You know this game? 1, 2, 3. You know? Let's play together. Who win? I give 100. But okay, let's go. Yeah, play with us. Давайте. Ready? You know? 3, 2, 1. Or how you say? ไปดูมา Yeah. ทีละคนไหมอ่ะ 1, 2, 3. No, this, and this. โอเค You know? คนกันกันอ่ะโอเค Yeah, you play together. Okay. ทั้งหมด Last, 1, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Now, 1, 2, 3. Oh, you, 3. 1, 2, 3. Play. 1, 2, 3. Play. You. เล่น No, you too. You win. สาม No, all together. 1, 2, 3. ทั้งหมดเลย3 คนเลย Again. No, again. โอเคเอามา 1, 2, no. 1, 2, 3. You win? อุ้ยต้นน้ำเสียนะอุ้ยยูก็วินเสียดายอ่ะ You get in. Okay, cup. От Бангкока до границы с Малайзией я проехал более 1200 километров. Но теперь все становится намного серьезнее, потому что впереди первая граница этой кругосветки – Малайзия. Новая страна и новые приключения. И я понятия не имею, что ждет меня там. Но именно ради этого я отправился в путешествие. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео, так как ваша поддержка – это самое ценное в моем путешествии. Спасибо. Увидимся в следующей серии.